хорошо откормленной индюшатине все прекрасно. Шейка, грудка, крылышки, бедра. Но особо хороши голени, если их приготовить по-мароккански. Голень индюка не уступает по насыщенности вкуса даже говяжьей голяшке, а уж баранью голяшку можно заменить индюшиной и подавно. Главное – соблюдать принципы. Принципы марокканской кухни. Масло в таджин наливаем совсем немного, только для того, чтобы аромату специй было в чем раствориться. Только чтобы дно покрылось маслом. Вам непременно понравятся блюда марокканской кухни, если вы уже полюбили достаточно нежные и изысканные вкусы кухни азербайджанской, либо вы воспитаны на ярких, открытых вкусах узбекской кухни. В этом случае я предлагаю пойти против правил и слегка, очень слегка обжарить индюшиные голени. Индюшатина должна закарамелизоваться едва-едва, только чтобы запах пошел, только чтобы вкус конечного блюда получился бархатистым, насыщенным. Контролируйте, переворачивайте почаще. Постарайтесь, чтобы нигде не пригорело. Ну а если где-то и зарумянится несколько сильнее, чем мы ожидали, ничего страшного. Этим голяшкам еще предстоит готовиться в соусе. Карамель, которая образовалась на их поверхности, еще сойдет, еще смоется, еще растворится в жидкости и разнесет свой вкус по всему блюду. Трудно найти марокканское блюдо, в котором не будет использовано довольно много лука, нарезанного кубиками. Именно лук является основой соусов большинства марокканских блюд. Только не думайте, что в соусе будет обычный жареный лук или, упаси Господь, лук вареный. Нет, лук растворится практически полностью. Его трудно будет найти в соусе. Останется только густота, только очень насыщенный вкус. Лук непременно посолить. И еще один необычный прием марокканской кухни. Петрушку в блюдо добавляют не после того, как они готовы, а вместе с луком. Петрушка жарится вместе с луком и тоже превращается в соус. Шафран – одна из самых дорогих специй, но потребуется его совсем немного, буквально доли грамма. Впрочем, можно обойтись и без шафрана. Вот без черного перца обойтись не получится. И зиру в Марокко любят не меньше, чем в Узбекистане, только зиру используют преимущественно молотую. Ну так какая проблема? Возьмите ступку и измельчите. Очень любят в Марокко паприку. И я думаю, что никто не возражает против добавления сладкой паприки к соусу. Кориандр – это специя, которая помимо усиления мясного вкуса еще и загущает соус. Ну и куркума. Раз так много лука, то непременно хотя бы пол чайной ложечки куркумы. Смотрите, какая красивая картина. Но она будет неполной, если в соус не добавить пару палочек корицы и немного воды. Да, марокканцы для того, чтобы красиво до красного цвета обжарить лук, добавляют в него воду. Вода помогает размягчать оболочку лука, помогает разварить его. А потом, когда вода почти-что испарится, оболочка лопнет, и луковый сок выйдет наружу. Именно луковый сок и составит главную часть будущего соуса. Ну а это красный перец. Для жгучести, для аппетита, для характера. Вы знаете, из чего состоит лук? 12% его сока – это сахара. Но не сахароза, а другие сахара, менее сладкие. Примерно те же самые, из которых состоит мед. Поэтому прекратите читать малограмотные разговоры о том, что мед якобы при нагреве превращается в яд. Если бы так было, то вымерли бы все восточные народы, а пока что все происходит наоборот. И смело добавляйте мед в соус. Получится очень вкусно.
А теперь, даже соус еще не готов, укладывайте поверх всего голяшки. Во время приготовления любое мясо, любая птица, рыба выпускает из себя часть соков. В данном случае все соки останутся внутри таджина. Таджин заполнится соусом, потому что готовиться все будет под крышкой, но при достаточно бурном кипении. Огонь чуть ниже среднего, часа на 1,5. Посмотрите, как преобразился наш соус. Самое время добавлять в него вторую часть ингредиентов. Это очень вкусные ингредиенты. Например, миндаль. А еще сухофрукты, изюм, кишмиш, курага, сушеный инжир, чернослив. Что только не добавляют в Марокко к мясным блюдам. Я предвижу возражение. Как это так? Мясное блюдо и сладкое. Я такое не люблю, я такое есть не буду. А вы сначала попробуйте. А потом посмотрим, будете вы есть или не будете. Я точно знаю, что если вы полюбили, скажем, узбекский плов, который тоже блюдо, по сути дела, довольно сладкое, ведь там есть много сладкой моркови, и рис сам по себе сладкий, то вы полюбите и марокканские блюда. И вы узнаете, как сухофрукты влияют на их аромат. Сухофрукты закладывают в таджин за 15 минут до готовности блюда. Но за 5 минут до готовности блюда сухофрукты посыпают кунжутом. Еще чуть-чуть. Еще минуточка, и все будет готово. Если у вас такой же красивый таджин, как у меня, подавайте прямо в нем. Но даже в самом Марокко сейчас чаще готовят в глубоких сковородках, либо в широких и неглубоких кастрюлях. И еда от этого не перестает быть марокканской. Все получается точно так же вкусно, как в таджине. А таджин – это приготовление, скажем так, для удовольствия, для развлечения, для услады наших глаз. Впрочем, посмотрите, какая еда у нас получилась. Разве она не ублажает ваше зрение? Разве эти ароматы не сулят блаженства от предстоящего обеда? Поистине, восточная кухня, кухня Великого Шелкового Пути – это целый кладезь драгоценностей. Но погодите, с чем вы будете употреблять эти восхитительные индюшинные голяшки? Думаете, с хлебом? Нет, неправильно. Надо с кускусом. В крайнем случае можно с рисом. Кто не посмотрел, как готовится праздничный молочный азербайджанский плов, бегом на мой канал в Ютубе. Все покажу, все расскажу. А пока от всей души желаю вам наслаждения от этой жизни и, конечно же, приятного аппетита!